Эдит Уортон. Мисс Мэри Паск. Часть 1. Только следующей весной я набрался смелости, чтобы рассказать миссис Бриджворт о том, что случилось со мной той ночью в Торга. Во-первых, миссис Бриджворт была в Америке. А после той самой ночи я на несколько месяцев застрял за границей. Видит Бог, не ради удовольствия, а из-за нервного срыва. Считалось, что он стал результатом слишком раннего возвращения к работе после легкого приступа лихорадки, которую я подхватил в Египте. Но, в любом случае, даже если бы мы жили дверь в дверь с Грейс Бриджворт, я не смог бы заговорить об этом происшествии раньше, ни с ней, ни с кем-либо еще. Мне нужно было сначала пройти курс лечения отдыхом и восстановить силы в одном из тех замечательных швейцарских санаториев, где из человека вычищают всю паутину. Я не смог бы даже написать ей, даже ради спасения собственной жизни. События той ночи должны были покрыться слоем за слоем времени и забвения, прежде чем я смог бы вынести хоть какое-то возвращение к ним. Начало было идиотски простым. Всего лишь внезапный рефлекс новой английской совести, подействовавший на ослабленный организм. Я писал картины в Британии в прекрасную, но переменчивую осеннюю погоду. Один день весь из синевы и серебра, а на следующий — пронзительный шквалистый ветер или густой туман. Там, на мысе Сизен, есть грубоватый, побеленный известью маленький трактир. Летом в нем полно туристов, но осенью это омываемое морем уединение. Именно там я остановился и пытался писать волны, когда кто-то сказал мне: «Вам обязательно нужно съездить на другой мыс, за Торга». Я поехал, и день выдался серебряно-синим. На обратном пути название «Торга» вызвало неожиданную ассоциацию чувств и мыслей. Торга, Грейс Бриджворт, сестра Грейс, Мэри Паск. Вы же знаете, у моей дорогой Мэри теперь есть небольшой уголок недалеко от Торга. Если вы когда-нибудь будете в Британии, обязательно навестите ее. Она живет такой одинокой жизнью, это делает меня такой несчастной. Вот как все это произошло. Я хорошо знал миссис Бриджворт в течение многих лет, но с Мэри Паск, ее старшей и незамужней сестрой, был знаком лишь смутно и набегами. Я знал, что Грейс и она были очень привязаны друг к другу. Главным огорчением Грейс, когда она вышла замуж за моего старого друга Горация Бриджворта и уехала жить в Нью-Йорк, было то, что Мэри, с которой они никогда прежде не разлучались, упрямо осталась в Европе. Там две сестры путешествовали после смерти их матери. Я так и не понял до конца, почему Мэри Паск отказалась присоединиться к Грейс в Америке. Грейс говорила, что это потому, что она слишком артистична. Но, зная старшую мисс Паск и крайне поверхностный характер ее интереса к искусству, я задавался вопросом, не потому ли это, скорее, что она недолюбливала Горация Бриджворта? Был и третий вариант, более мыслимый, если знать Горация, и заключался он в том, что он мог нравиться ей слишком сильно. Но и это предположение становилось несостоятельным, по крайней мере, мне так казалось, когда вспоминаешь саму мисс Паск. Мисс Паск с ее круглым румяным лицом, невинными на выкате глазами, типично девичьей квартиркой, украшенной кружевными салфетками и ее туманной, робкой благотворительностью. Покушаться на Горация? Смешно. Что ж, все это было довольно загадочно, или казалось бы таковым, если бы было достаточно интересным, чтобы ломать над этим голову. Но это было не так. Мэри Паск была похожа на сотни других старомодных старых дев, жизнерадостных обломков кораблекрушения, довольных своими бесчисленными маленькими суррогатами жизни. Даже Грейс не заинтересовала бы меня особенно, если бы она случайно не вышла замуж за одного из моих старейших друзей и не была добра к его окружению.
Она была красивой, способной и довольно скучной женщиной, поглощенной мужем и детьми, и без грамма воображения. И между ее привязанностью к сестре и поклонением Мэри Паск перед ней лежала неизбежная пропасть. Пропасть между чувствами человека, не занятого в любви, и теми, чьи привязанности полностью удовлетворены. Но до замужества Грейс сестер связывала близкая интимная дружба. И Грейс была одной из тех милых, добросовестных женщин, которые продолжают использовать язык преданности в отношении людей, без которых они счастливо живут и не видятся годами. Поэтому, когда она говорила: «Вы знаете, прошли годы с тех пор, как мы с Мэри были вместе. С тех самых пор, как родилась маленькая Молли. Если бы только она приехала в Америку. Только подумайте, Молли уже 6 лет, а она ни разу не видела свою дорогую тетю». Когда она говорила это и добавляла: «Если вы поедете в Британь, пообещайте мне, что отыщете мою Мэри», я был тронут в тех смутных глубинах души, где человек берет на себя ненужные обязательства. И вот так случилось, что в тот серебряно-синий полдень мысль торга Мэри Паск сделать приятное Грейс вдруг пробудила во мне чувство долга. Что ж, отлично, я брошу несколько вещей в сумку, закончу дневную работу над картиной, навещу мисс Паск, когда погаснет свет, и проведу ночь в гостинице в Торга. С этой целью я распорядился, чтобы у ворот трактира меня ждал хлипкий одноконный экипаж, когда я вернусь с этюдов. И на нем ближе к закату я отправился на поиски Мэри Паск. Так же внезапно, как пара ладоней, захлопнувших вам глаза, на нас опустился морской туман. За минуту до этого мы ехали по широкому голому плато, повернувшись спиной к закату, который окрашивал дорогу впереди в багровый цвет. Теперь же нас окутала густейшая ночная тьма. Никто не смог точно сказать мне, где именно живет мисс Паск. Но я подумал, что, скорее всего, узнаю об этом в рыбацкой деревушке, к которой мы пытались пробиться. И я оказался прав. Старик в дверях дома сказал: «Да, за следующим холмом, а затем вниз по тропинке налево, которая ведет к морю». Американская леди, которая всегда ходила в белом. Он знал ее. Это рядом с бухтой погибших. Да, но как мы разглядим дорогу? Я не знаю этих мест, проворчал неохотно везущий меня парень. Узнаешь, когда приедем, заметил я. Да, и загнать лошадь тем временем. Я не могу так рисковать, сударь. У меня будут неприятности с хозяином. В конце концов своевременный довод убедил его слезть и вести спотыкающуюся лошадь под узцы, и мы продолжили наш путь. Казалось, мы тащились целую вечность сквозь мокрую черную тьму, непроницаемую для мерцания нашего единственного фонаря. Но время от времени пелена тумана приподнималась или ее складки расходились. И тогда наш слабый свет вырывал из ночи какой-нибудь совершенно банальный предмет: белые ворота, уставившуюся на нас коровью морду, кучу придорожных камней. Все эти вещи казались зловещими и невероятными из-за того, что были вырваны из своего окружения, капризно подброшены к нам и также внезапно скрыты. После каждой такой вспышки темнота становилась в 3 раза гуще. А ощущение того, что мы уже некоторое время спускаемся по пологому склону, теперь сменилось чувством, будто мы карабкаемся вниз по обрыву. Я поспешно выскочил из экипажа и присоединился к своему молодому кучеру у головы лошади. «Я не могу ехать дальше, я не поеду, сударь», — захныкал он. «Да посмотри же, вон там свет, прямо впереди». Завеса качнулась в сторону, и мы увидели 2 слабо освещенных квадрата в низкой массе, которая наверняка была фасадом дома. «Довези меня вон до туда, а потом можешь возвращаться, если хочешь». Завеса снова опустилась. Но мальчик увидел огни и приободрился.
Разумеется, впереди был дом. И, конечно же, это должен быть дом мисс Паск, так как в такой глуши вряд ли могло оказаться два жилья. К тому же старик в деревне сказал, рядом с морем. А бесконечные переливы океанского голоса, столь привычные в каждом уголке бретонской земли, что расстояние начинаешь измерять скорее ими, чем зрением, уже некоторое время подсказывали мне, что мы держим путь к побережью. Мальчик продолжал вести лошадь вперед, ничего не отвечая. Туман сгустился еще сильнее, чем прежде, и наш фонарь показывал лишь крупные круглые капли влаги на лохматом крупе лошади. Мальчик резко остановился. «Здесь нет никакого дома, мы едем прямо к морю». «Но ты же видел те огни, не так ли?» Мне показалось, что видел. Но где они теперь? Туман снова поредел. Смотрите, я вижу деревья впереди. Но огней больше нет. Возможно, люди уже легли спать, шутливо предположил я. Тогда не лучше ли нам повернуть назад, сударь? Что? В 2 шагах от ворот? Мальчик промолчал. Действительно, впереди были ворота, а за капающими влагой деревьями, по-видимому, какое-то жилище. Если только там не было просто поле и море. Море, чей голодный голос, как мне слышалось, вопрошал и вопрошал совсем близко под нами. Неудивительно, что это место называлось бухтой погибших. Но что могло побудить цветущую, доброжелательную Мэри Паск приехать и заживо похоронить себя здесь? Конечно, мальчик не станет меня ждать. Я это знал. Действительно, самая настоящая бухта погибших. Море выло там, внизу, словно подошло время кормления, а Фурии, его смотрительницы, забыли о нем. Вот и ворота. Моя рука наткнулась на них. Я нащупал задвижку, открыл ее и пробрался сквозь мокрые кусты к фасаду дома. Нигде ни огонька от свечи. Если этот дом действительно принадлежал мисс Паск, то она явно ложилась спать очень рано. Часть 2. Ночь и туман теперь слились воедино, и темнота стала густой, как одеяло. Я тщетно шарил вокруг в поисках звонка. Наконец моя рука наткнулась на дверной молоток, и я поднял его. Грохот, с которым он упал, отозвался протяжным эхом в тишине. Но в течение минуты или 2 больше ничего не происходило. «Там никого нет, говорю же вам». Нетерпеливо крикнул мальчик от ворот. Но там кто-то был. Я не слышал шагов внутри, но вскоре засов отодвинулся, и старая женщина в крестьянском чепце высунула голову. Она поставила свечу на стол позади себя, так что ее лицо, окруженное кружевными крыльями чепца, оставалось в темноте. Но по сутулости ее плеч и неловким, нерешительным движением я понял, что она стара. Свет свечи, который делал ее невидимой, падал прямо на мое лицо, и она разглядывала меня. «Это дом мисс Мэри Паск?» «Да, сударь», и ее голос, очень старый голос, был довольно приятным, удивления в нем не чувствовалось, скорее даже дружелюбие. «Я скажу ей», — добавила она, уходя шаркающей походкой. «Как вы думаете, она примет меня?» — крикнул я ей вслед. «А почему бы и нет?» Подумать только. Она почти хихикнула. Когда она уходила, я заметил, что она была закутана в шаль, а под мышкой у нее был хлопчатобумажный зонтик. Очевидно, она уходила, возможно, шла домой на ночь. Мне стало любопытно, неужели Мэри Паск живет в своей обители совершенно одна. Старуха исчезла вместе со свечой, и я остался в полной темноте. Через некоторое время я услышал,
как в глубине дома захлопнулась дверь, а затем медленный стук старых деревянных башмаков по каменным плитам снаружи. Старуха, очевидно, захватила свои сабо на кухне и покинула дом. Интересно, сказала ли она мисс Спаск о моем присутствии перед уходом, или просто оставила меня здесь, сделав мишенью для какой-то своей мрачной практической шутки? Внутри дома не доносилось ни звука. Шаги затихли, я услышал щелчок калитки, и затем полная тишина снова сомкнулась вокруг, подобно туману. Интересно, начал я мысленно. И в этот момент глухое, подавленное воспоминание резко вырвалось на поверхность моего вялого разума. Но ведь она мертва. Мэри Паск мертва. Я почти закричала это вслух от изумления. Невероятно, какие шутки выкидывала со мной моя память после лихорадки. Я уже почти год знал, что Мэри Паск мертва, она скоропостижно скончалась предыдущей осенью. И хотя последние 2 или 3 дня я думал о ней почти непрерывно, только сейчас забытый факт ее смерти внезапно ворвался обратно в мое сознание. Мертва. Но разве я не застал Грейс Бриджворт в слезах и трауре в тот самый день, когда пришел попрощаться с ней перед отплытием в Египет? Разве она не положила телеграмму прямо перед моими глазами, пока ее собственные застилали слезы, а я читал: «Сестра умерла внезапно сегодня утром, просила похоронить в саду дома подробности письмом». Текст был за подписью американского консула в Бресте, друга Бриджвортов, как мне помнилось. Я видел эти самые слова сообщения, словно отпечатанные на окружавшей меня тьме. Пока я стоял там, меня гораздо больше тревожило обнаружение этого провала в памяти, чем тот факт, что я остался один в кромешной тьме дома, то ли пустого, то ли населенного незнакомцами. Не так давно я уже замечал это странное, временное стирание какого-то хорошо известного факта. И вот, второй случай. Определенно, я поправился после болезни не так хорошо, как уверяли меня врачи. Что ж, я вернусь в Торго и отлежусь там день-другой, ничего не делая, только принимая пищу и засыпая. Погруженный в свои мысли, я потерял ориентацию и больше не помнил, где находится дверь. Я поочередно обыскал каждый карман в поисках спички. Но поскольку врачи заставили меня бросить курить, с чего бы мне их там найти? Неудача со спичками усилила мое чувство раздраженной беспомощности. Я неуклюже пробирался по прихожей среди углов невидимой мебели, когда по шероховатой штукатурке лестничной стены наискось скользнул луч света. Я проследил за его направлением и на лестничной площадке над собой увидел фигуру в белом. Она прикрывала свечу одной рукой и смотрела вниз. По моей спине пробежал холодок, потому что фигура обладала странным сходством с той Мэри Паск, которую я знал прежде. «А, это вы!» Воскликнула она надтреснутым, щебечущим голосом, который в одно мгновение походил на старческое дрожание, а в другое — на мальчишеский фальцет. Она спустилась, шаркая, в своих мешковатых белых одеждах, с привычными неуклюжими, покачивающимися движениями. Но я заметил, что ее шаги по деревянной лестнице были бесшумными. Ну что ж. Естественно, они и должны быть такими. Я стоял без единого слова, глядя снизу вверх на странное видение, и твердил себе: там ничего нет, абсолютно ничего. Это твое пищеварение, или твои глаза, или какая-то чертовщина не в порядке в твоем организме. Но свеча, во всяком случае, была настоящей. И по мере того, как она приближалась и освещала пространство вокруг меня, я повернулся и ухватился за дверную защелку. Ведь помните, я видел телеграмму и Грейс в траурном платье. Да что с вами такое? Уверяю вас, вы меня ничуть не стесняете. Прощебетала белая фигура, добавив со слабым смешком:
в наши дни у меня бывает не так уж много посетителей». Она дошла до прихожей и остановилась передо мной, дрожащей рукой поднимая свечу и заглядывая мне в лицо. «Вы не изменились. Не так сильно, как я могла бы подумать. А вот я изменилась, не правда ли?» Обратилась она ко мне с еще одним смешком. И вдруг она положила руку мне на предплечье. Я посмотрел вниз, на эту руку, и подумал про себя, это не может меня обмануть. Я всегда обращал внимание на руки. Тот ключ к характеру, который другие люди ищут в глазах, во рту или форме черепа, я нахожу в изгибе ногтей, в форме кончиков пальцев, в том, как ладонь, розовая или желтоватая, гладкая или в складках, утолщается у своего основания. Я отчетливо помнил руку Мэри Паск, потому что она была похожа на карикатуру на нее саму, круглая, пухлая, розовая, но при этом преждевременно постаревшая и беспомощная. И вот, безошибочно, она лежала на моем рукаве. Но изменившаяся и сморщенная, чем-то похожая на один из тех бледных, покрытых веснушками поганок, которые от малейшего прикосновения превращаются в прах. Что ж, в прах? Конечно. Я посмотрел на мягкие, сморщенные пальцы с их нелепыми маленькими овальными кончиками, которые когда-то были так невинно и естественно розовыми, а теперь посинели под желтеющими ногтями, и моя кожа покрылась пупырышками от страха. «Заходите, заходите», — пропела она, склонив свою белую растрепанную голову набок и вращая на выкате голубыми глазами. Ужаснее всего было то, что она по-прежнему практиковала те же приемы, все эти детские уловки неуклюжего, кривляющегося кокетства. Я почувствовал, как она потянула меня за рукав, и это увлекло меня за ней, словно стальной трос. Комната, в которую она меня привела, была. Слово «неизменное» — это термин, обычно используемый в таких случаях. Ведь, как правило, после смерти людей вещи прибирают, мебель продают, памятные подарки отправляют семье. Но какое-то болезненное благочестие или, возможно, указание Грейс сохранило эту комнату точно в таком виде, в каком, как я полагал, она была при жизни мисс Паск. Я был не в том настроении, чтобы подмечать детали. Но в слабом колеблющемся свете свечи я смутно заметил потрепанные подушки, всякий хлам из медных горшков и кувшин с увядшей веткой какого-то позднецветущего кустарника. Самый настоящий интерьер в стиле Мэри Паск. Белая фигура призрачно проплыла к камину, зажгла еще 2 свечи, а 3-ю поставила на стол. Я не считал себя суеверным, но эти 3 свечи. Почти не осознавая, что делаю, я поспешно наклонился и задул одну из них. Позади меня раздался ее смех. 3 свечи. Вы все еще обращаете внимание на подобные вещи? Я уже переросла все это, знаете ли, хихикнула она. Какое утешение, какое чувство свободы. Новая дрожь присоединилась к тем, что уже пробегали по моему телу. «Присядьте со мной», — взмолилась она, опускаясь на диван. Прошла целая вечность с тех пор, как я видела живое существо. Выбор выражений у нее, конечно, был странным. И когда она откинулась на спину на белом скользком диване и поманила меня одной из тех непогребенных рук, моим первым порывом было повернуться и бежать. Но ее старое лицо, парившее там, в свете свечи, с неестественно красными щеками, похожими на лакированные яблоки, и голубыми глазами, плавающими в смутной доброжелательности, казалось, взывало ко мне против моей трусости. Оно напоминало мне, что, живая или мертвая, Мэри Паск никогда бы и мухи не обидела. «Да садитесь же», — повторила она, и я занял другой край дивана. «Это так удивительно мило с вашей стороны. Я полагаю, Грейс попросила вас приехать?»
Она снова рассмеялась. Ее разговор всегда прерывался бессвязным смехом. Это событие, целое событие. Видите ли, после моей смерти у меня было так мало посетителей. Еще одно ведро холодной воды вылилось на меня. Но я решительно посмотрел на нее, и снова невинность ее лица обезоружила меня. Я прокашлялся и заговорил с огромным, прерывистым усилием, словно приподнимал надгробие. «Вы живете здесь одна?» Выдавил я. «Ах, я рада слышать ваш голос». Я все еще помню голоса, хотя слышу их так редко, мечтательно пробормотала она. «Да, я живу здесь одна. Старуха, которую вы видели, уходит на ночь. Она не остается после наступления темноты, говорит, что не может. Разве это не забавно? Но это не имеет значения. Мне нравится темнота». Она наклонилась ко мне с одной из своих неуместных улыбок. «Мертвые», — сказала она, — «естественно, привыкают к ней». Я еще раз прокашлялся, но продолжения не последовало. Она продолжала пристально смотреть на меня, доверительно моргая. «А Грейс? Расскажите мне все о моей дорогой. Мне бы так хотелось увидеть ее снова, хотя бы разок». Ее смех прозвучал гротескно. «Когда она получила известие о моей смерти, вы были с ней?» Она сильно расстроилась. Я вскочил на ноги, бессмысленно заикаясь. Я не мог ответить. Я не мог больше смотреть на нее. «Ах, я понимаю, это слишком болезненно», — согласилась она, ее глаза наполнились слезами, и она отвернула свою дрожащую голову. «Но все же...» Я рада, что она так горевала. Это то, о чем я жаждала узнать и на что едва надеялась. Грейс забывает. Она тоже встала и порхнула через комнату, колеблясь все ближе и ближе к двери. «Слава Богу», — подумал я, — она уходит. «Вы знаете это место при дневном свете?» — резко спросила она. Я покачал головой. «Оно очень красивое. Но тогда вы бы меня не увидели. Вам пришлось бы выбирать между мной и пейзажем. Терпеть не могу свет, от него у меня болит голова. И поэтому я сплю весь день. Я как раз просыпалась, когда вы пришли». Она улыбнулась мне с возрастающим доверием. «Вы знаете, где я обычно сплю?» «Вон там, внизу, в саду». Ее смех снова пронзительно зазвучал. «Там, в самом низу, есть тенистый уголок, где солнце никогда не беспокоит. Иногда я сплю там до тех пор, пока не загорятся звезды». Фраза о саде из телеграммы консула вернулась ко мне, и я подумал, в конце концов, это не такое уж несчастное состояние. Интересно, а не лучше ли ей теперь, чем при жизни? Возможно, ей и было лучше, но я был твердо уверен, что мне в ее компании не по себе. И то, как она пробиралась боком все ближе к двери, вызывало у меня отчетливое желание добраться до нее раньше нее самой. В приступе трусости я шагнул вперед, опережая ее. Но секунду спустя ее рука уже лежала на защелке, а сама она прислонилась к дверным панелям. Ее длинное белое одеяние свисало вокруг нее, словно саван. Она слегка склонила голову набок и пристально посмотрела на меня из-под лишенных ресниц век. «Вы уходите?» — упрекнула она меня. Я тщетно пытался вернуть свой пропавший голос и лишь молча знаками показал, что ухожу. «Уходите? Уезжаете совсем?» Ее глаза все еще были устремлены на меня, и я увидел,
как 2 слезы набежали в их уголках и покатились по красным блестящим кругам на ее щеках. Но вы не должны», — мягко сказала она. «Мне слишком одиноко». Я пробормотал что-то невнятное, не отрывая взгляда от руки с посиневшими ногтями, сжимавшей защелку. Внезапно окно позади нас с грохотом распахнулось, и порыв ветра, ворвавшийся из темноты, погасил свечу на ближайшем углу камина. Я нервно оглянулся, чтобы посмотреть, не гаснет ли и другая свеча. «Вам не нравится шум ветра?» «А мне нравится. Это все, с кем я могу поговорить. Люди не очень-то любят меня с тех пор, как я умерла. Странно, правда? Крестьяне такие суеверные. Временами мне действительно очень одиноко». Ее голос сорвался в последней попытке рассмеяться, и она качнулась в мою сторону, все еще удерживая руку на защелке. «Одиноко, одиноко. Если бы вы знали, как одиноко». Я солгала, когда сказала, что это не так. И вот теперь приходите вы, и ваше лицо кажется дружелюбным, и вы говорите, что собираетесь покинуть меня. Нет, нет. Нет, вы не должны. Иначе зачем вы пришли? Это жестоко. Раньше я думала, что знаю, что такое одиночество. После того, как Грейс вышла замуж, понимаете. Грейс думала, что постоянно помнит обо мне, но это было не так. Она называла меня «дорогой», но сама думала о муже и детях. Я тогда говорила себе, ты не могла бы быть более одинокой, даже если бы умерла. Но теперь я знаю лучше. Не было такого одиночества, как в этот прошлый год. Никакого. И иногда я сижу здесь и думаю, а что, если бы какой-нибудь мужчина пришел однажды и увлекся тобой? Она снова издала нерешительный смешок. Такие вещи случались, знаете ли, даже когда молодость прошла. Мужчина, у которого тоже были свои неприятности. Но до сегодняшнего вечера никто не приходил. А теперь вы говорите, что уходите. Внезапно она бросилась ко мне. Останьтесь со мной, останьтесь со мной. Только на эту ночь. Здесь так приятно и тихо. Никому не нужно знать. Никто никогда не придет и не потревожит нас. Мне следовало закрыть окно, когда налетел первый порыв ветра. Я должен был догадаться, что вскоре последует другой, более яростный. Он налетел прямо сейчас, с силой захлопнув расшатанную оконную раму, наполняя комнату шумом моря и сырыми вихрями тумана, и швырнул вторую свечу на пол. Свет погас, и я стоял там, мы стояли там, потеряв друг друга в ревущей, закручивающейся темноте. Мое сердце, казалось, перестало биться. Мне приходилось хватать воздух ртом с огромным усилием, отчего я весь покрылся потом. Дверь. Дверь. Что ж, я знал, что стоял лицом к ней, когда погасла свеча. Что-то белое и призрачное, казалось, растаяло и скорчилось передо мной в ночи. И, избегая того места, где оно опустилось, я обошел его по широкому кругу, нащупал рукой защелку, зацепился ногой за шарф или рукав, волочившийся свободно и невидимо, и рывком освободился от этого последнего препятствия. Теперь я открыл дверь. Выбежав в прихожую, я услышал хныкание из темноты позади себя. Но я упрямо пробрался к входной двери, рванул ее на себя и выскочил в ночь. Я захлопнул дверь, оборвав это жалкое, тихое хныкание, и туман и ветер приняли меня в свои исцеляющие объятия. Часть 3.
Когда я достаточно поправился, чтобы доверить себе снова подумать обо всем этом, я обнаружил, что даже самая малая мысль поднимает мою температуру и заставляет сердце бешено колотиться в горле. Без толку. Я просто не мог этого вынести. Ведь я видел Грейс Бриджворт в трауре, оплакивающую телеграмму, и все же я сидел и разговаривал с ее сестрой на том же самом диване, с ее сестрой, которая уже год как была мертва. Круг замкнулся, он был порочным, и я не мог его разорвать. Тот факт, что на следующее утро я слег с лихорадкой, мог бы все объяснить. И все же я не мог избавиться от цепкой реальности этого видения. А что, если я разговаривал с призраком, а не с простым порождением моей лихорадки? Что, если какая-то часть Мэри Паск выжила достаточно для того, чтобы выплакать мне невысказанное одиночество всей своей жизни, выразить, наконец, то, что живая женщина всегда должна была держать в тайне и скрывать? Эта мысль странно тронула меня. В своей слабости я лежал и плакал над этим. Я полагал, что огромное количество женщин были такими же. И, возможно, после смерти, если им выпадал шанс, они пытались им воспользоваться. Старые сказки и легенды проносились в моей голове: корейская невеста, средневековый вампир, но какие имена можно было дать этому жалобному образу Мэри Паск? Мой слабый разум блуждал среди этих видений и догадок. И чем дольше я жил с ними, тем больше убеждался, что той ночью со мной говорило нечто, что когда-то было Мэри Паск. Я твердо решил, когда снова встану на ноги, поехать обратно в то место, на этот раз средь бела дня, отыскать могилу в саду, тот самый тенистый уголок, где солнце никогда не беспокоит, и задобрить бедный призрак цветами. Но врачи решили иначе. И, возможно, моя слабая воля неосознанно помогала им. Во всяком случае, я уступил их настояниям, чтобы меня отвезли прямо из отеля на поезд до Парижа, а оттуда переправили, как багаж, в швейцарский санаторий, который они для меня наметили. Конечно, я намеревался вернуться, когда меня подлатают. А пока, все более нежно, но все более прерывисто, мои мысли возвращались от заснеженной горы к той завывающей осенней ночи над бухтой погибших. И к откровению мертвой Мэри Паск, которая была для меня гораздо более реальной, чем когда-либо живая. Часть 4. В конце концов, зачем мне вообще рассказывать Грейс Бриджворт? Я краем глаза заглянул в вещи, которые ее совершенно не касались. Если это откровение было даровано мне, не следовало ли мне похоронить его в тех самых глубоких глубинах, где необъяснимое и незабываемое покоится вместе? И кроме того, какой интерес мог быть для такой женщины, как Грейс, в истории, которую она не способна ни понять, ни поверить в нее? Она бы просто посчитала меня странным, а это уже делало достаточно много людей. Моей первой целью, когда я наконец вернулся в Нью-Йорк, было убедить всех в своем полном возвращении к душевному и физическому здоровью. И в эту систему доказательств мой опыт с Мэри Паск никак не вписывался. Учитывая все обстоятельства, я решил держать язык за зубами. Но спустя какое-то время мысль о могиле начала меня беспокоить. Мне стало интересно, установила ли Грейс на ней когда-нибудь приличный надгробный камень. Странный, запущенный вид дома наталкивал меня на мысль, что, возможно, она ничего не сделала, просто отмахнулась от всего этого дела, чтобы заняться им, когда в следующий раз поедет за границу. «Грейс забывает», — слышал я дрожащий голос бедного призрака. Нет, определенно, не было бы никакого вреда в том, чтобы тактично задать всего один вопрос об уходе за могилой. Тем более, что я начинал упрекать себя за то, что не вернулся и не убедился собственными глазами, в каком состоянии она содержится. Грейс и Гораций встретили меня со всем своим прежним дружелюбием, и я вскоре вошел в привычку заглядывать к ним на обед,
когда думал, что они, скорее всего, будут одни. Тем не менее, удобный случай представился не сразу, мне пришлось ждать несколько недель. И вот однажды вечером, когда Гораций ужинал вне дома, а я сидел наедине с Грейс, мой взгляд упал на фотографии ее сестры, старую, выцветшую фотографию, которая, казалось, смотрела на меня с упреком. К слову сказать, Грейс, начал я с места в карьер, я, кажется, так и не рассказал тебе, я ездил в то маленькое имение твоей сестры за день до того, как у меня случился тот тяжелый рецидив. Ее лицо тут же эмоционально оживилось. Нет, ты никогда не рассказывал мне. Как мило с твоей стороны было поехать туда. Готовые слезы переполнили ее глаза. Я так рада, что ты это сделал. Она понизила голос и добавила мягко: и ты видел ее? Этот вопрос заставил меня снова содрогнуться от прежнего ужаса. Я с изумлением посмотрел на пухлое лицо миссис Бриджворт, улыбавшейся мне сквозь пелену безболезненных слез. «Я все больше и больше упрекаю себя из-за дорогой Мэри», — добавила она дрожащим голосом. «Но расскажи мне все». В горле у меня встал ком. Я чувствовал себя почти так же неловко, как в присутствии самой Мэри Паск. И все же я никогда раньше не замечал ничего жуткого в Грейс Бриджворт. Я силой вытолкнул голос к губам. «Все». Я не могу», — я попытался улыбнуться. «Но ты действительно видел ее?» Мне удалось кивнуть, все еще улыбаясь. Ее лицо вдруг стало изможденным, да, именно изможденным. И перемены были настолько ужасными, что ты не можешь говорить об этом. Скажи мне, в этом дело? Я покачал головой. В конце концов, меня потрясло именно то, что перемены были столь незначительными, что между бытием мертвым и живым, казалось, было так мало разницы, за исключением какого-то таинственного прилива реальности. Но глаза Грейс все еще настойчиво изучали меня. «Ты должен мне рассказать», — повторила она. «Я знаю, мне следовало поехать туда давным-давно. Да, пожалуй, следовало», — погрёк я, чтобы позаботиться о могиле, по крайней мере. Она сидела молча, не отводя глаз от моего лица. Ее слезы высохли, но выражение заботы на ее лице медленно перерастало в пристальный взгляд, похожий на ужас. Колеблясь, почти нехотя, она протянула руку и на мгновение положила ее на мою. «Уважаемый старый друг», — начала она. «К сожалению», — прервал я ее, — «я сам не смог вернуться, чтобы навестить могилу, потому что на следующий день заболел. Да, конечно». «Я знаю». Она замолчала. «Ты уверен, что вообще был там?» Резко спросила она. «Уверен». Господи Боже, теперь пришел мой черед округлять глаза. «Ты подозреваешь, что я все еще не совсем в своем уме?» Предположил я с неловким смешком. «Нет, конечно нет, но я не понимаю». «Не понимаешь чего?» Я вошел в дом. Я видел все, собственно, кроме ее могилы. Ее могилы? Грейс вскочила, прижав руки к груди и бросаясь прочь от меня. На другом конце комнаты она остановилась, пристально вглядываясь, а затем медленно двинулась обратно. Значит, в конце концов... Интересно. Она не сводила с меня глаз, полуиспуганная и полууспокоенная. Может быть, все дело просто в том, что ты никогда не слышал? Никогда не слышал чего? Но ведь это было во всех газетах. Разве ты их никогда не читаешь? Я собиралась написать. Мне казалось, я написала.
Но потом я подумала, во всяком случае, он увидит это в газетах. Ты же знаешь, я всегда ленива на письма. Как это что? То, что она не умерла. Она не мертва. Нет никакой могилы, дорогой мой. Это был всего лишь каталептический транс. Необычайный случай, говорят врачи. Но разве она не рассказала вам обо всем этом, если вы утверждаете, что видели ее? Она разразилась полуистерическим смехом. Неужели она не сказала вам, что не мертва? Нет, сказал я медленно, она не говорила мне этого. После этого мы долго говорили до тех пор, пока Гораций не вернулся с мужского ужина, уже после полуночи. Грейс упорно возвращалась к этой теме, обсуждая ее снова и снова. Как она постоянно повторяла, это был, безусловно, единственный раз, когда бедная Мэри попала в газеты. Но, хотя я сидел и терпеливо слушал, я не мог пробудить в себе никакого искреннего интереса к тому, что она говорила. Я чувствовал, что больше никогда не буду интересоваться Мэри Паскаль или чем-либо, что с ней связано.